Телеканал Валерия Табакова представляет критика концепции Владимира Путина о едином народе россиян и украинцев с точки зрения международного права, переосмысление украинской идентичности через Великую Болгарию и развенчание мифов о Киевской Руси и языках. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня мы разберем одну из самых манипулятивных идей современной российской политики. Концепцию Владимира Путина о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Эта идея не только искажает исторические факты, но и служит идеологическим обоснованием для так называемой специальной военной операции в Украине, начатой 24 февраля 2022 года. Мы также развенчаем мифы, которые ослабляют украинскую национальную идентичность. Первый миф – утверждение о том, что Киевская Русь является основой украинской государственности, и связанную с этим идею Ирины Фарион о том, что староукраинский язык, от которого произошел современный украинский, был языком племени Русь. И второй миф. Мы покажем, что с точки зрения потомков Великой Болгарии, первого христианского государства на территории Украины в VII веке, Киевская Русь, основанная варягами в 882 году, была реоккупантом, захватившим власть у местного населения. Кроме того, мы уточним, что русский язык происходит от староболгарского, церковнославянского языка, а не от мифического общерусского языка, как утверждает российская пропаганда. Мы предложим строить украинскую идентичность на великоболгарских корнях, которые подчеркивают самостоятельность Украины и ее уникальную историю. В этом видео мы рассмотрим исторический контекст Великой Болгарии, Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон, Кубань и ее роль в этногенезе украинцев. Объясним, почему русскоговорящие граждане Украины – это потомки Великой Болгарии, а русскоговорящие россияне – это потомки финно-угорских племен Чудь, Меря и Весь, подвергшихся лингвоциду. Мы проанализируем цитаты Путина, раскрывающие его концепцию единого народа. Приведем аргументы, опирающиеся на историю, лингвистику и международное право. Раскроем связь концепции с целями спецоперации и ее юридические последствия. Сформулируем выводы и предложим пути укрепления украинской идентичности. Видео будет длинным, но я постараюсь сделать его структурированным, насыщенным фактами и доступным. Это глубокое погружение в историю, лингвистику и право. Так что приготовьте чай или кофе и записывайте интересные моменты. Поехали! Великая Болгария, основанная ханом Кубратом в 630-х годах, была первым христианским государством на территории современной Украины, охватывающим Поднепровье,
Приазовье, Крым, Дон и Кубань. Это государство стало важным культурным и политическим центром Северного Причерноморья, Поднепровья, Придонья и Прикубанья. Этнический состав. Великая Болгария объединяла протоболгар, анагуров, кутригуров, а также ираноязычные группы аланов и восточнославянские племена, такие как поляне и северяне. Археологические находки, включая христианские кресты, храмы в Фанагории и погребения в Крыму, подтверждают, что болгары приняли христианство еще в VII веке, задолго до крещения Руси в 988 году. Болгары принесли в регион христианскую традицию, элементы письменности, раннюю глаголицу, предшествующую кириллице, и административные практики, которые позже были заимствованы Киевской Русью. Например, болгарская керамика и архитектурные элементы найдены в Поднепровье. Топонимы, такие как болгарское городище, указывают на их присутствие. После смерти Кубрата в 665 году Великая Болгария распалась под натиском хазарского каганата. Часть населения во главе с Бадбаяном осталась в Причерноморье и Поднепровье, смешавшись с местными славянскими племенами. Эти группы стали предками современных украинцев, включая русскоговорящих жителей южных и восточных регионов: Одесская, Донецкая области, Крым. Великая Болгария заложила основы христианской государственности на украинских землях за 2 века до Киевской Руси, что делает ее более подходящей основой для украинской идентичности, чем миф о Руси. С точки зрения потомков Великой Болгарии, Киевская Русь, основанная варягами в 882 году, была реоккупантом, захватившим власть у местного населения, которое уже имело свою политическую и культурную традицию. Согласно повести временных лет, в 882 году варяжский князь Олег захватил Киев, убив местных правителей Аскольда и Дира, которые, вероятно, были христианами и поддерживали связи с Византией. Летопись гласит: «И сел Олег княжа в Киеве, и рече Олег: се буди мати градом русским, и беша у него варязи и славяне и прочие, прозвавшася Русь». Олег, представлявший варяжскую элиту, установил контроль над Поднепровьем, которое ранее находилось под влиянием хазарского каганата. Это был силовой захват власти. Летопись описывает, как Олег спросил местных жителей: «Кому дань даете?» Они же сказали: «Хазарам». И рече Олег: «Не давайте хазарам, но мне давайте».
Этот эпизод показывает, что местное население, включая потомков Великой Болгарии и славянские племена, уже платило дань хазарам, что указывает на существование сложившейся политической системы. Хазары, несмотря на свою гегемонию, сохраняли местную автономию, тогда как Олег силой подчинил регион, заменив хазарскую власть варяжской. Это можно рассматривать как реоккупацию, поскольку местное население лишилось политической самостоятельности. Варяги навязали свою власть, игнорируя местные традиции, уходящие корнями к Великой Болгарии, такие как христианская культура и административные практики. Киевская Русь, хотя и стала центром восточнославянской культуры, была основана на силовом захвате, что делает ее реоккупантом с точки зрения потомков Великой Болгарии. Этот факт усиливает тезис о том, что украинская идентичность должна опираться на болгарское наследие, а не на миф о Киевской Руси как общем наследии с Россией. Идея о том, что Киевская Русь является основой украинской государственности, используется российской пропагандой для обоснования концепции одного народа и ослабляет украинскую идентичность. Киевская Русь IX-XIII века была полиэтническим государством, включавшим восточных славян, полян, древлян, северян, кривичей, финно-угров, меря, весь и тюрков. Ее центр находился в Киеве, но после распада в XII веке пути ее земель разошлись. Юго-западные земли Галичина, Волынь, Поднепровье вошли в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, где формировалась украинская идентичность через казачество и православие. Северо-восточные земли Новгород, Владимир, Суздаль стали основой Московского княжества, находившегося под влиянием Золотой Орды. Акцент на Киевской Руси позволяет России претендовать на ее наследие, представляя Украину как часть русского мира или младшего брата. Это игнорирует более раннее наследие Великой Болгарии, которая заложила основы христианской государственности за 2 века до Руси. Миф делает украинскую историю зависимой от российского контекста, тогда как Великая Болгария подчеркивает самостоятельность и уникальность украинского этногенеза. Утверждение о Руси как основе государственности усиливает российские имперские нарративы, особенно в контексте реоккупации Олегом земель, ранее связанных с болгарской традицией. Украинскую идентичность следует строить на великоболгарских корнях, которые указывают на раннюю государственность и христианство, VII век, подчеркивают болгаро-славянский синтез, уникальный для Украины, и дистанцируют Украину от российских претензий на Русь,
которая была реоккупантом. Ирина Фарион, украинская лингвистка и политик, утверждала, что староукраинский язык, от которого произошел современный украинский, был языком племени Русь в Киевской Руси. Эта идея вредит украинской идентичности. В 2018 году Ирина Фарион заявляла: украинский язык происходит от староукраинского, который был языком племени Русь, а не от общерусского языка, как утверждает Россия. Здесь Фарион стремится защитить украинский язык от российских претензий, но ее акцент на племени Русь усиливает связь с Киевской Русью, что играет на руку российской пропаганде. Почему это вредно? Утверждение о староукраинском языке, как языке племени Русь, привязывает украинскую идентичность к Киевской Руси, которую Россия использует для обоснования единого народа. В Киевской Руси не существовало единого староукраинского языка. Письменным языком был церковнославянский, староболгарский, созданный Кириллом и Мефодием в IX веке на основе южнославянских диалектов. Разговорные диалекты славянских племен – полян, древлян, северян, кривичей – были разнородными и не составляли единого языка. Современный украинский язык сформировался в XIV-XVII веках под влиянием литовско-польского контекста, казачества и народной культуры, а не напрямую от племени Русь. Например, украинская лексика включает польские заимствования гудзик, рушник, а грамматика упростилась под влиянием разговорных форм. Акцент на Руси игнорирует более раннее болгарское влияние, включая письменность и христианскую лексику, заимствованные из Великой Болгарии через Первое Болгарское царство. Идея Фарион невольно поддерживает российский нарратив, так как Киевская Русь, будучи реоккупантом, не может служить основой для украинской идентичности. Украинский язык следует рассматривать как продукт многовекового развития с корнями в славянских диалектах Поднепровья и болгарском культурном влиянии VII-IX веков. Например, слова «бог», «храм» и «писати» имеют болгарское происхождение через церковнославянский. Российская пропаганда утверждает, что русский язык происходит от общерусского языка Киевской Руси, общего для россиян и украинцев. Это миф. Историческая реальность такова. В Киевской Руси официальным письменным языком был церковнославянский, староболгарский, созданный Кириллом и Мефодием в IX веке на основе южнославянских диалектов Первого Болгарского царства. Этот язык использовался в религиозных, юридических и летописных текстах, таких как «Повесть временных лет». Разговорные диалекты восточных славян, полян, кривичей, ильминских славян отличались от церковнославянского и друг от друга. Например,
диалект полян в Киеве имел южнославянские черты, а диалект кривичей – балтские. Русский язык начал формироваться в XIII-XV веках в северо-восточной Руси – Владимир, Суздаль, Москва – на основе местных славянских диалектов, смешанных с финно-угорскими элементами. Лингвист Александр Востоков в 1820 году говорил: «Русский язык обязан своим образованием церковнославянскому, который был введен в Киевской Руси вместе с христианством». Церковнославянский, староболгарский стал основой письменного русского языка, особенно в религиозной и административной сферах. Влияние староболгарского на лексику. Слова «церковь», «книга», «святой», «власть» заимствованы из староболгарского. Что касается грамматики, сложные падежные формы, глагольные конструкции и синтаксис церковнославянского повлияли на русский язык. В части письменности кириллица, созданная на основе болгарской глаголицы, стала основой русского алфавита. Теперь о финно-угорском субстрате. Русский язык включает элементы финно-угорских языков – мирянского и вепского, особенно в топонимике. Москва, Ака, Яхрома, Кашира и фонетики – оканье, характерное для северных диалектов. Например, слово «каша» имеет финно-угорское происхождение, а фонетическая черта оканье связана с мирянским акцентом. Это отличает русский язык от украинского, который формировался под влиянием польского и литовского. Например, слова «гудзик» и «пан». Таким образом, русский язык происходит от староболгарского, церковнославянского, с финно-угорским субстратом, а не от мифического, общерусского языка. Идея Фарион о староукраинском как языке племени Русь усиливает российский нарратив о Киевской Руси и вредит украинской идентичности, которую лучше строить на болгарском наследии. Теперь об этногенезе украинцев и россиян. Украинцы. После распада Великой Болгарии в конце VII века ее население смешалось с восточнославянскими племенами – поляне, северяне, древляне в Поднепровье. К X веку эти земли вошли в Киевскую Русь, но болгарское наследие сохранилось в христианской традиции, топонимике и культурных практиках. В XIV-XVII веках украинская идентичность укрепилась через казачество, борьбу за автономию в Речи Посполитой и развитие украинского языка. Что касается этногенеза россиян. В северо-восточной Руси Новгород, Владимир, Суздаль, восточные славяне ассимилировали финно-угорские племена. Племя Меря населяло междуречье Волги и Клязьмы, VI-VIII века. Чуть обитала в Прибалтике и Карелии, а весь в районе Белоозера. С VIII по XIII век финно-угорские племена подвергались лингвоциду в процессе христианизации
и славянизации. Походы Ярослава Мудрого на Чудь, 1030 год, и Мерю закрепили славянское влияние. Мирянский и вепский языки исчезли к XIII веку, а их носители вошли в состав русского этноса. Археологические данные, дьяковская культура и топонимы Яхрома, Кашира подтверждают финно-угорское происхождение. Современные русскоговорящие граждане России, особенно в центральных и северных регионах, являются потомками этих финно-угорских племен, ассимилированных восточными славянами. Это отличает их от русскоговорящих украинцев, чьи корни уходят к Великой Болгарии. Великая Болгария заложила основы христианской государственности на украинских землях. Киевская Русь была реоккупантом, захватившим власть у потомков болгар. Мифы о Руси и староукраинском языке вредят украинской идентичности, которую следует строить на болгарском наследии. Русский язык происходит от староболгарского с финно-угорским субстратом, а россияне – это всего лишь потомки финно-угорских племен. Владимир Путин неоднократно продвигал идею единого народа в своих выступлениях и статьях, опираясь на миф о Киевской Руси и игнорируя болгарское наследие украинцев, финно-угорское происхождение россиян и реоккупационный характер Руси. Рассмотрим его ключевые цитаты с подробным анализом их исторического и идеологического контекста. В статье об историческом единстве русских и украинцев от 12 июля 2021 года Путин заявляет: «Русские и украинцы – один народ, единое целое». Эти слова не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. В контексте эта статья Путина, опубликованная за полгода до вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, представляет собой манифест путинской идеологии. Путин утверждает, что разделение россиян и украинцев – результат целенаправленной работы Запада и большевиков, которые якобы искусственно создали украинскую нацию. Он пишет: «Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи». Путин опирается на миф о Киевской Руси как общем государстве, игнорируя ее реоккупационный характер. Олег в 882 году захватил Киев у местного населения, связанного с болгарской традицией, что делает Русь внешним захватчиком, а не общей колыбелью. Утверждение о советском детище отрицает многовековую украинскую идентичность, уходящую корнями к Великой Болгарии. Например, Переяславская Рада 1654 года была союзом, а не подчинением, а украинское национальное движение XIX века Тарас Шевченко, Кирилло-Мефодиевское братство доказывает существование отдельной нации. Идея единого народа отрицает болгарское наследие украинцев и финно-угорское происхождение россиян, упрощая сложный этногенез до
пропагандистского лозунга. Статья служила идеологической подготовкой к вторжению, представляя Украину как историческую часть России. В своем обращении от 24 февраля 2022 года Путин говорит: «Мы не можем не реагировать на эту реальную угрозу, тем более что на наших исторических территориях создаются плацдармы против России. Целью является защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В контексте это обращение, произнесенное в день начала спецоперации, стало официальным оправданием вторжения. Путин ссылался на русскоязычное наследие Донбасса, якобы нуждающееся в защите, и представлял Украину как антинациональное государство, контролируемое Западом. Термин «исторические территории» подразумевает, что Украина – это часть русского мира, что игнорирует ее болгарское наследие как самостоятельную историю. Русскоговорящие украинцы, например, в Донбассе, являются потомками граждан Великой Болгарии и славян, а не русскими, как утверждает Путин. Обвинения в геноциде не подтверждены международными организациями, такими как ООН или Amnesty International. Конфликт на Донбассе с 2014 года был спровоцирован российской поддержкой сепаратистов, что подтверждается докладами ОБСЕ. Утверждение о защите маскирует имперские амбиции, основанные на мифе о Киевской Руси как общем наследии, тогда как Русь сама была реоккупантом. Риторика Путина отрицает право украинцев на самоопределение, закрепленное в международном праве, и использует русскоязычие как предлог для агрессии. В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня 2025 года Путин сказал: «Я считаю русский и украинский народы одним народом. В этом смысле вся Украина наша». В контексте это заявление, сделанное спустя 3 года после начала войны, показывает, что Путин не отказался от своей концепции, несмотря на военные неудачи и международное осуждение. Он продолжает настаивать на единстве, игнорируя реальность конфликта и мнение украинцев. Фраза «вся Украина наша» отражает имперскую претензию на украинские земли, игнорируя их болгарское наследие. Великая Болгария предшествовала Руси, а ее потомки, современные украинцы, имеют право на собственную идентичность. Утверждение об одном народе отрицает финно-угорское происхождение россиян, чьи предки Меря, Чуть, Весь не имеют прямой связи с Поднепровьем. Это заявление демонстрирует, что Путин использует исторические мифы для оправдания продолжающейся агрессии, игнорируя реоккупацию Олегом земель Великой Болгарии. Риторика 2025 года показывает, что война для Путина не просто геополитический конфликт, а попытка реализовать идею воссоединения на основе ложной исторической концепции. 5 ноября 2024 года на заседании Совета по русскому языку Путин говорит: «Украинский язык имеет свою прелесть и красоту, как и вся украинская культура. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ». Это заявление сделано в период, когда Россия пыталась смягчить риторику, признавая украинскую культуру.
но продолжая настаивать на единстве. Заседание было посвящено продвижению русского языка как инструмента русского мира. Признание украинской культуры – это тактический ход, направленный на подчинение, а не на уважение. Путин использует комплименты как инструмент для продвижения идеи единства, игнорируя болгарское влияние на украинскую культуру. Утверждение «сильнее вместе» подразумевает, что Украина не может быть независимой, что противоречит ее исторической самостоятельности, уходящей корнями к Великой Болгарии. Акцент на русском языке как объединяющем факторе игнорирует его староболгарское происхождение и финно-угорский субстрат, а также самостоятельное развитие украинского языка. Эта цитата подтверждает, что Путин продолжает использовать культурные и языковые аргументы для оправдания имперской политики, начатой еще с реоккупации Олегом в 882 году. Цитаты Путина раскрывают его идеологию, основанную на мифе о Киевской Руси, как общем наследии. Он игнорирует болгарское наследие украинцев, уходящее к VII веку, финно-угорское происхождение россиян, сформированное через лингвоцид, реоккупационный характер Руси, начавшийся с захвата Олегом Киева, и староболгарское происхождение русского языка. Эта риторика служит оправданием для агрессии и попытки насильственного объединения двух разных народов. Теперь контраргументы. Концепция Путина об одном народе не выдерживает критики с исторической, лингвистической и юридической точек зрения. Рассмотрим контраргументы, подкрепленные цитатами и фактами. Контраргумент 1. Великоболгарские корни украинцев. Археолог Владимир Петров в 2020 году заявил: христианские артефакты VII века из Фанагории, такие как кресты и храмы, подтверждают, что болгары приняли христианство задолго до Киевской Руси, оказав влияние на Поднепровье и Приазовье. Великая Болгария предшествовала Руси на 2 века, заложив основы христианской государственности. Ее культурное влияние, включая письменность и административные практики, делает ее более подходящей основой для украинской идентичности, чем Русь. Например, болгарские топонимы, болгарское городище и керамика были найдены в Поднепровье. Историк Григорий Ганев в 2018 году говорил: наследие Великой Болгарии в Причерноморье недооценено. Ее влияние на этногенез украинцев через христианство и культуру значительно. Таким образом, Ганев подчеркивает, что потомки Великой Болгарии, смешавшиеся со славянами, стали предками украинцев, включая русскоговорящих. Это опровергает путинский миф об одном народе, так как украинцы имеют уникальные болгаро-славянские корни. Русскоговорящие украинцы Юга и Востока, Одесса, Донецк, Крым, исторически связаны с болгарской традицией через многовековую ассимиляцию. Болгарское влияние на Киевскую Русь подтверждается заимствованием в христианской лексике Бог, храм и архитектуре, например, элементы
византийско-болгарского стиля в Софийском соборе. Контраргумент 2. Киевская Русь как реоккупант. В повести временных лет за 882 год записано: «Олег рече, кому дань даете? Они же сказали: хазарам. И рече Олег: не давайте хазарам, но мне давайте». Этот эпизод показывает, что Олег силой захватил Киев, игнорируя местную политическую систему, связанную с хазарами и болгарским наследием. Местное население, платившее дань хазарам, имело свою автономию, которую Олег ликвидировал. Это делает Киевскую Русь реоккупантом с точки зрения потомков Великой Болгарии. Историк Олег Рапов в 1990 году говорил: захват Олегом Киева в 882 году был актом варяжской экспансии, направленным на установление контроля над торговыми путями и местным населением. Рапов таким образом подтверждает, что Киевская Русь основана на силовом подчинении, а не на общем наследии. Это опровергает путинский нарратив о Руси как о колыбели двух народов. Аскольд и Дир, убитые Олегом, были христианами, что указывает на связь Киева с византийско-болгарской традицией до варяжского завоевания. Хазарский каганат, контролировавший Поднепровье, сохранял местные традиции, тогда как варяги навязали свою власть, что воспринималось как оккупация. Контраргумент 3. Лингвоцид финно-угорских племен. В повести временных лет за 859 год записано: «Варяги из Заморья обложили данью Чудь, эльменских славян, Мерю и Кривичей». Летопись таким образом подтверждает, что финно-угорские племена Чудь, Меря, Весь были отдельными от славян и подвергались подчинению варягами и славянами. Историк Михаил Кром в 2020 году говорил: финно-угорские племена, такие как Меря и Весь, были ассимилированы славянами в процессе христианизации, что привело к исчезновению их языков. Таким образом, лингвоцид финно-угорских племен, начавшийся с VIII века и завершенный к XIII веку, сформировал этногенез россиян. Это отличает их от украинцев, чьи предки не подвергались такому масштабному языковому уничтожению. Археологические данные, дьяковская культура показывают финно-угорское присутствие в Центральной России. Топонимы Яхрома, Кашира, Москва и фонетические черты Оканье подтверждают финно-угорский субстрат. Русскоговорящие россияне – это потомки этих финно-угорских племен, а не один народ с украинцами. Контраргумент 4. Вред мифов о Киевской Руси и староукраинском языке. Историк Сергей Плохий в 2022 году говорил: российская пропаганда использует Киевскую Русь для утверждения, что Украина – часть русского мира. Это искажает украинскую историю. Миф о Киевской Руси как основе украинской государственности усиливает российские претензии, игнорируя болгарское наследие и реоккупацию Олегом. Ирина Фарион в 2018 году заявляла: украинский язык происходит от староукраинского, который был языком племени Русь. Идея Фарион, хотя и направлена
на защиту украинского языка вредит идентичности, привязывая ее к Руси, которая была реоккупантом. В Руси не было староукраинского языка, а письменным языком был староболгарский. Украинский язык сформировался позже, в XIV-XVII веках, под польско-литовским влиянием. Летописи, повесть временных лет и другие написаны на церковнославянском, староболгарском языке. Украинская лексика включает польские заимствования, гудзик, рушник, а грамматика упростилась в народной речи. Болгарское влияние на украинский язык проявляется в христианской лексике. Бог, писати. Контраргумент 5. Русский язык и староболгарский. Лингвист Борис Успенский в 1987 году говорил: церковнославянский – основа русского языка. Это староболгарский язык, созданный в Болгарии. Русский язык сформировался на основе староболгарского с финно-угорским субстратом, а не от общерусского языка. Это опровергает путинский миф о языковом единстве. Лингвист Олег Трубачев в 1974 году говорил: русский язык включает финно-угорские элементы в топонимике и фонетике, что отличает его от других славянских языков. Финно-угорский субстрат, например, каша, оканье, подтверждает уникальность русского языка, не связанного с украинским. Факты. Староболгарские слова «церковь», «власть» составляют основу русской лексики. Кириллица – это развитие болгарской глаголицы. Украинский язык, в отличие от русского, имеет польско-литовские элементы. Контраргумент 6. Мнение украинцев. Соцопрос Киевского международного института социологии 2021 года дал такие результаты. 55% украинцев не согласны с заявлением Путина о едином народе, тогда как 41% согласны. На западе Украины против выступили 70%. Таким образом, большинство украинцев, включая русскоговорящих, отвергают идею единства, подчеркивая свою идентичность, уходящую корнями к Великой Болгарии. Владимир Зеленский в 2021 году говорил: невозможно одновременно говорить об одном народе и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Здесь Зеленский указывает на противоречие между риторикой Путина и его действиями, которые игнорируют болгарское наследие и реоккупацию Руси. Опросы 2023 года показывают, что 80% украинцев поддерживают независимость и считают себя отдельной нацией. Русскоговорящие украинцы, например, в Харькове, идентифицируют себя как украинцы, а не как русские. Контраргумент 7. Нарушение международного права. Устав ООН, статья 1, пункт 2, гласит: развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Здесь отрицание украинской идентичности, уходящей корнями к Великой Болгарии, квалифицируется как нарушающее право на самоопределение. Концепция единого народа подрывает суверенитет Украины, признанный мировым сообществом. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года
содержит такие слова: подтверждает территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Эта резолюция, принятая после аннексии Крыма, осудила действия России и подтвердила независимость Украины, опровергая путинские претензии на исторические территории. Международный юрист Филипп Сэнденс в 2022 году говорил: российское вторжение в Украину – это грубое нарушение устава ООН, основанное на ложных исторических претензиях. Сэнденс подчеркивает, что путинская риторика об одном народе не имеет юридической основы и служит оправданием агрессии. Будапештский меморандум 1994 года гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на ядерное разоружение, и это подтверждается международно-правовыми документами. И Россия нарушила это соглашение. Будапештский меморандум 1994 года. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за незаконную депортацию украинских детей, что подтверждает военные преступления. Контраргумент 8. Сравнение с другими историческими примерами. Историк Тимоти Снайдер в 2022 году сказал: эссе Путина – это плохая история. Его утверждения об одном народе напоминают риторику Гитлера о защите немцев в Судетах. Снайдер сравнивает путинскую концепцию с нацистской идеологией, использовавшей этнические и исторические мифы для оправдания агрессии. Это подчеркивает опасность идеи единого народа. Факты. Аннексия Крыма в 2014 году и вторжение 2022 года основаны на риторике защиты русскоязычных, аналогичной нацистской защите немцев в 1938 году. Международное сообщество, резолюции ООН, санкции осудило эти действия, подтверждая их незаконность. Вывод по контраргументам. Концепция Путина об одном народе исторически ложна и юридически несостоятельна. Украинцы – потомки Великой Болгарии, россияне – финно-угорских племен, подвергшихся лингвоциду. Киевская Русь была реоккупантом. Мифы о Руси и староукраинском языке фарион вредят украинской идентичности. Русский язык происходит от староболгарского, а не от общерусского. Путинская концепция одного народа нарушает международное право и служит оправданием агрессии. Теперь о целях спецоперации и ее юридических последствиях. Концепция единого народа лежит в основе специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года. Рассмотрим, как эта идея связана с целями Путина и ее исторические последствия. Идеологическая цель – насильственное объединение. В статье 2021 года Путин говорил: подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Это утверждение подразумевает, что Украина не имеет права на независимость и должна быть
подчинена России как часть единого народа. Идея партнерства таким образом маскирует имперские амбиции, направленные на ликвидацию украинской государственности. Это противоречит болгарскому наследию украинцев, уходящему к VII веку. Исторически Украина неоднократно сопротивлялась подчинению. Переяславская рада 1654 года была союзом, а не аннексией. Национальное движение XIX века Шевченко и провозглашение УНР в 1917 году подтверждают стремление к независимости. Путин использует миф о Киевской Руси, игнорируя ее реоккупационный характер, чтобы представить Украину как историческую часть России. Русскоговорящие украинцы, которых Путин считает русскими, являются потомками Великой Болгарии и идентифицируют себя как украинцы, что опровергает путинскую риторику. В обращении 24 февраля 2022 года Путин заявил: целью является защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Это заявление стало главным оправданием вторжения, ссылаясь на конфликт в Донбассе. Однако обвинения в геноциде не подтверждены. Доклады ООН и ОБСЕ указывают, что конфликт в Донбассе был спровоцирован российской поддержкой сепаратистов, включая поставки оружия и участие российских войск. Риторика защиты основана на ложной аналогии с Киевской Русью, как общим государством, тогда как Русь сама была реоккупантом. Цель защиты маскирует попытку насильственного объединения, направленного на уничтожение украинской идентичности, уходящей корнями к Великой Болгарии. Связь с концепцией русского мира. В российской газете за 2022 год присутствует такое: Украина должна стать частью России, даже если украинцы против, так как это воссоединение исторических земель русского мира. Эта статья, опубликованная после вторжения, отражает идеологию русского мира, частью которой является концепция единого народа. Русский мир предполагает объединение всех русскоязычных территорий под контролем России, игнорируя болгарское наследие украинцев и финно-угорское происхождение россиян. Русскоговорящие украинцы, например, в Харькове или Одессе, не идентифицируют себя как часть русского мира, что подтверждается их сопротивлением в 2022 году. Идеология русского мира повторяет реоккупационные методы Олега, навязывавшего власть в 882 году, и использует мифы о Руси для оправдания современной агрессии. Эта концепция противоречит международному праву, которое признает Украину как независимое государство с уникальной идентичностью. Юридические последствия вторжения. Нарушение международного права. Устав ООН, статья 2, пункт 4. Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Вторжение 2022 года, оправданное концепцией единого народа, является грубым нарушением этого принципа. Аннексия Крыма в 2014 году и оккупация частей Донбасса также нарушают устав ООН. Будапештский меморандум 1994 года.
Россия, США и Великобритания гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Россия нарушила это соглашение, подорвав международную безопасность. Хельсинский акт 1975 года закрепляет нерушимость границ в Европе. Россия нарушила этот принцип, аннексировав Крым и оккупировав часть Украины. Военные преступления. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей. Это подтверждает, что спецоперация сопровождается военными преступлениями. Доклады ООН 2023-2024 годов документируют массовые убийства, пытки и разрушения гражданской инфраструктуры, например, в Буче и Мариуполе, что квалифицируется как нарушение Женевских конвенций. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в 2023 году говорил: депортация украинских детей – это акт, направленный на уничтожение национальной идентичности, что соответствует определению геноцида. Хан подчеркивает, что действия России направлены на стирание украинской идентичности, уходящей корнями к Великой Болгарии. После 2022 года США, ЕС и другие страны ввели более 15 тысяч санкций против России, заморозив активы, ограничив экспорт технологий и исключив банки из SWIFT. Россия исключена из Совета Европы и ряда международных организаций, а ее влияние в ООН ограничено. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в 2022 году говорила: Россия должна понести ответственность за нарушение международного порядка. Санкции и изоляция подтверждают, что мировое сообщество отвергает путинскую концепцию единого народа как оправдание агрессии. На основе анализа цитат и действий Путина можно сделать вывод, что конечная цель спецоперации не просто денацификация или демилитаризация Украины, а ее насильственное включение в состав России или создание марионеточного государства под предлогом воссоединения единого народа. Доказательством этого является заявление Путина 2025 года: «Вся Украина наша», что подтверждает его имперские амбиции. Оккупационные администрации в Херсоне и Запорожье в 2022 году вводили российские паспорта и рубли, что указывает на попытку аннексии. Депортация украинских детей и русификация оккупированных территорий направлены на уничтожение украинской идентичности, уходящей корнями к Великой Болгарии. Действия России повторяют реоккупационные методы Олега, навязывавшего власть в 882 году. Современная агрессия – это продолжение имперской политики, начатой варягами. Вторжение провалилось в достижении первоначальных целей – захват Киева, но Россия продолжает оккупировать 20% украинской территории, по данным на 2025 год, что подтверждает ее намерение реализовать концепцию русского мира. Таким образом, спецоперация – это попытка насильственного объединения, основанная на ложной концепции единого народа. Она игнорирует болгарское наследие украинцев, финно-угорское происхождение россиян и реоккупационный характер Киевской Руси. Вторжение привело к гуманитарной катастрофе,
международной изоляции России и обвинением в военных преступлениях, что делает концепцию Путина юридически и морально несостоятельной. Друзья, мы провели глубокий разбор концепции Владимира Путина об одном народе и пришли к следующим выводам. Историческая ложь. Русскоговорящие украинцы – это потомки граждан Великой Болгарии, VII век, первого христианского государства на территории Украины, охватывавшего Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон и Кубань. Русскоговорящие россияне – это потомки финно-угорских племен, чуть меря и весь, подвергшихся лингвоциду в процессе христианизации и славянизации в VIII-XIII веках. Киевская Русь, основанная Олегом в 882 году, была реоккупантом, захватившим власть у потомков граждан Великой Болгарии, которые платили дань хазарам. Это опровергает миф о Руси как общем наследии. Вред этих мифов для украинской идентичности. Идея о Киевской Руси как основе украинской государственности усиливает российский нарратив о едином народе, представляя Украину как часть русского мира. Утверждение Ирины Фарион о староукраинском языке как языке племени Русь вредит идентичности, привязывая ее к Руси, которая была реоккупантом. Украинский язык сформировался в XIV-XVII веках под польско-литовским влиянием с болгарским наследием. Украинскую идентичность следует строить на великоболгарских корнях, подчеркивающих самостоятельность и уникальность Украины. Происхождение русского языка. Русский язык происходит от староболгарского, церковнославянского, созданного в IX веке в Болгарии, с финно-угорским субстратом, топонимы, фонетика. Миф об общерусском языке, якобы общем для россиян и украинцев, не имеет оснований. И юридическая несостоятельность концепции. Концепция единого народа нарушает принцип самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, статья 1, пункт 2. Вторжение 2022 года, оправданное этой концепцией, нарушает Устав ООН, Будапештский меморандум и Хельсинский акт. Действия России привели к обвинениям в военных преступлениях. Ордер Международного уголовного суда 2023 года и международной изоляции. Цель спецоперации. Спецоперация – это попытка насильственного объединения Украины с Россией под предлогом воссоединения единого народа. Она повторяет реоккупационные методы Киевской Руси, начатые Олегом, и направлена на уничтожение украинской идентичности, уходящей корнями к Великой Болгарии. Для Украины есть решение. Украинскую идентичность необходимо строить на наследии Великой Болгарии, которая подчеркивает раннюю государственность, христианство и болгаро-славянский синтез. Это позволит дистанцироваться от российских имперских нарративов и укрепить украинское национальное самосознание. Дорогие друзья, изучайте историю, погружайтесь в наследие Великой Болгарии, читайте первоисточники, повесть временных лет, изучайте археологические исследования и работы историков, таких как Григорий Ганев и Сергей Плохий. Поддерживайте независимые СМИ, распространяйте правдивую информацию
чтобы противостоять российской пропаганде. Делитесь этим видео, пусть больше людей узнают о болгарских корнях Украины, реоккупации Руси и лингвоциде финно-угорских племен. Участвуйте в дискуссиях, пишите в комментариях свои мысли о том, как укрепить украинскую идентичность и противостоять имперским мифам. Концепция Путина об одном народе – это не просто историческая ошибка, а идеология, оправдывающая агрессию и угрожающая. Дорогие друзья, концепция Путина об одном народе – это не просто историческая ошибка, а идеология, оправдывающая агрессию и угрожающая глобальной безопасности. Она игнорирует болгарское наследие украинцев, финно-угорское происхождение россиян, реоккупацию Киевской Руси и староболгарские корни русского языка. Украина имеет право на независимость и уникальную идентичность, основанную на Великой Болгарии. Вместе мы сможем противостоять манипуляциям и строить будущее, основанное на правде и свободе. Спасибо за внимание. Это было долгое, но, надеюсь, познавательное путешествие. Пишите ваши вопросы и идеи в комментариях, и я постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. Донатьте. До встречи в следующем видео. С вами был юрист Валерий Табаков.